Обнова вышла уже давно, у тебя до сих пор нет куртки или банданы, тогда заходи на pubdrop.com. Помимо крутого шмота и режима airdrop, они завезли на сайт еще и бесплатный кейс, в котором падают даже плащи, и классную рефералку, так что можешь приглашать друзей и открывать кейсы бесплатно. А если не любишь рисковать, то участвуй в розыгрыше самого дорогого плаща за обычный репост. pubdrop.com, ссылочка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Фил, и сегодня, как вы могли заметить, в Steam обновилось сразу два клиента PUBG, это основной и тестовый. На первом нас ждут лишь мелкие исправления, а вот с тестом все интереснее, но об этом чуть позже. Помните, еще когда релиз только вышел, разработчики задвигали нам телегу про то, что игроки с высоким пингом не смогут заходить в игру. Но тема аккуратно замялась, и судя по их словам, все силы направились на борьбу с читерами. Сегодня же тема получила новый оборот, только концепция немного изменилась. Теперь разработчики хотят сделать следующую штуку. Игроки, у которых минимальный пинг, будут первыми в очереди на попадание в матч. Те, у кого больше, вторые и так далее по возрастанию, и в общем по логике эта система должна сортировать игроков примерно по одному пингу. Ну и действительно я согласен, что это решение гораздо лучше, чем просто обрубить игроков с большим пингом. Когда конкретно эта система будет внедрена в игру, не сообщается, но она уже в активной разработке. А вот теперь самое интересное. Разработчики еще раз искренне извиняются за изобилие читеров в игре и за то, что так много сил на это тратят и не получают желаемого результата. И что бы мы ни думали про их бездействие, они пообещали в начале марта опубликовать информацию обо всем новом контенте, который ждет нас в первой половине 2018 года. По предварительным данным, там будет улучшена механика игры, улучшены модификации для создания более реалистичного игрового процесса, и самое главное, там будут зачатки третьей, новой карты PUBG. Да, вы не ослышались, и это не фейк, а официальные слова разработчиков. Теперь, что касается текущего обновления тестового сервера, которое в основном направлено на оптимизацию игрового процесса и исправление ошибок. Когда это перенесут на основу, пока не ясно, но сказали, как только отладят, так сразу. Первые изменения касаются мира. Некоторые ограждения на Мирамаре были заменены на неразрушаемые заборы и стены, чтобы оптимизировать клиент. Второе – игровой процесс. Во время полета на стартовом самолете мы больше не сможем смотреть, что происходит внутри него. Хотя, как я знаю, и сейчас уже от первого лица переключиться нельзя. Похоже, что его задняя часть перестанет открываться, и мы вообще не сможем видеть, сколько там игроков с нами осталось. Тем не менее, по словам разработчиков, это должно хорошо улучшить оптимизацию. И для решения проблемы с информацией о количестве оставшихся игроков в самолете у нас появился новый виджет интерфейса в левом нижнем углу экрана. И сразу же после прыжка игрок становится видимым, поэтому кто когда выпрыгнул, мы по-прежнему сможем наблюдать. Третье – система реплеев. Теперь при отправке жалобы из реплея разработчикам отправляется кусочек видеофрагмента длиной в 1 минуту, ориентированный именно на тот момент, когда мы отправили жалобу. Через реплей, которому уже больше недели, на читера пожаловаться будет нельзя, поэтому если вдруг вы кого-то заподозрили, не тяните, а сразу кидайте свои жалобы. И кстати, на одного игрока в одном и том же реплее больше нельзя скинуть несколько жалоб. Четвертое – исправление ошибок. Исправлена проблема, из-за которой игрок умирал во время преодоления препятствий во время паркура. Наконец исправили ошибку с камерой прицела, которая вела себя неадекватно после перезахода в игру. Исправлен баг, благодаря которому можно было не получать урон, если зайти в автомобиль в положении лежа и выпрыгнуть из него на ходу. И аналогичный баг, если сесть в машину в положении лежа на пассажирское сиденье во время использования хилки или буста, то в автомобиле игрок показывался лежачим, а не сидячим. А также разработчики сказали, что пофиксили все читы, которые позволяли моментально использовать аптечки, бинты и прочие предметы. И на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, надеюсь видео вам понравилось. Поставьте лайк, если так же сильно как и я ждете новой карты, и подпишитесь на канал, чтобы первым узнать о ее выходе. И не забывайте, что до розыгрыша ключей в моей новостной группе ВКонтакте осталось всего 3 дня. Поспеши, и ты обязательно выиграешь. Всем удачи, пока-пока.